вы на канале Свистич, меня зовут Ирина, и это видео об итогах зимы. Я понимаю, что недавно совсем были итоги года, и некоторые мои работы будут повторяться здесь. Ну, я считаю, что итоги зимы были настолько восхитительные, нарядные, праздничные, яркие. Собственно, мы практически весь год готовимся к этому событию, Рождеству, Новому году, и очень многие девочки вышивают только новогодние, только рождественские сюжеты. Я не такая, это первый год, у меня столько много оформлений, я очень старалась сделать как можно лучше, и я думаю, что у меня получилось достаточно хорошо, у меня получилась яркая скатерть, она настолько прекрасная, что не оставила никого равнодушными. Я оформила сапоги. Ну, в общем, смотрите, я думаю, итоги зимы мои очень интересные. Поехали! И начну я, пожалуй, с оформленных работ, как это все было. Начнем сначала. Пришел декабрь, я тут понимаю, что вышивки у меня-то есть, а все они не оформлены. У меня готова скатерть, ура! Я успела. Сапоги у меня вообще с начала года лежат, ждут оформления. Ну, так как я не швея ни разу, и для меня это, ну, такой достаточно серьезный вызов, и это занимает у меня очень много времени. И, как это сказать, усилий. Поэтому я думаю, надо начинать оформлять, чтобы успеть к Рождеству. И я начала оформлять скатерти, сапоги. Ну что ж, и, пожалуй, начнем с моего грандиозного проекта, который я вам уже все уши прожужжала, но оно того стоит. Это моя скатерть рождественская, 12 дней Рождества, и начались все оформления именно со скатерти. Я ее сшила, и оказалось, что это не так просто, как предполагалось, здесь надо было бы сделать и печку, надо было сделать и пришить эти кисточки. Ну, в итоге все у меня получилось, все хорошо. На обратной стороне этой скатерти у меня подкладочная ткань вот такая. И здесь сделанная вот такая печка. Ну, кто не знает, это буклет от Jim Shore Mill Hill, 12 дней Рождества. Продается буклет, и отдельно вы должны покупать свои материалы сами. Это не комплект. И вот такая огромная скатерть у меня получилась. Я уже рассказывала 1000 раз, эти элементы оформляют как отдельно, как оформляют как панно, один рядом с другим сюжеты. И я оформила ее как скатерть. И за это оформление, за эту скатерть я даже выиграла в приз в СП у Елены Тимків «Птиця чарівниця» от Наташи Курсковой. Так что это очень знаменательная скатерть для меня. И это было первое оформление, которое в декабре произошло. Затем я вышила еще в начале 2023 года сапоги от Jasnen, и они целый год лежали неоформленные, и вот в декабре я их оформила. Тоже первый раз я в жизни шила эти сапоги. Не скажу, что было это очень просто, внутри мне было сложноватенько как бы сделать внутреннюю часть подкладочную. Здесь вот у меня вот такая внутри подкладочка, извините, качаю. Здесь я пришила вручную этот кантик, и на обратной стороне вот такая очень красивая шелковая ткань. И все видео о том, как я вышивала, шила, все они есть. Я постараюсь оставить ссылочку на все эти видео, так что
Такие дела. Потом, что же я делала? Потом я решила навязать снежинок крючком. Мне захотелось, ну так как итоги зимы, расскажу не только вышивальные итоги, а вообще все рукодельные итоги. Но сначала давайте рассмотрим поближе. Этот сапожок бургундский букет называется. Я его вышивала первым. Очень он мне понравился, красивый. Вот оформление вот такое, одинаковое абсолютное оформление на обоих сапогах. Так, этот сапог розы для Святого Николая. Вот я здесь заменила, здесь был икрю цвет. Перле, ну, я решила, мне больше нравится розовый. Вот такой сапожок, также точно он оформлен, как и предыдущие. Вот такая же внутри одинаковая подкладка, одинаковый кант. И висят они у меня на камине. Вязала я вот такие стежинки крючком. Ну, здесь у меня была уже приличная кучка навязанных. Это вот такие старые снежинки. Вот эта новая снежинка, которую я вышила в этом году, это тоже старая. Но старые, можно заметить, они слегка пожелтели. Вот это очень красивая, это новая снежинка, которую я связала. И я их подвешивала к лампе на кухне над столом, висел. У меня прям там снегопад был над столом. Опять же, кто не видел, проходите, посмотрите. Я думаю, это интересно. Вот эту снежинку я даже не повесила, потому что я здесь чего-то накосячила или... Ну, короче говоря, ее надо систематизировать, как-то правильно ее то ли зафиксировала я ее неправильно, она какая-то вся кривая, косая. Вот это очень красивая снежинка, она нарядная. Ну, занимательное это дело, конечно, вязать снежинки, они вяжутся быстро, они разные узоры здесь можно. Я здесь освоила, оказывается, вязание крючком тоже не стоит на месте. Я давным-давно уже не вязала. Там, оказывается, какие-то новые стили вязки, новые петельки всякие разные. Ну, интересное и тоже очень занимательное времяпрепровождение, скажем так. Это была старая розовая вот такая. Вот. Поехали. Следующим оформлением была вот такая подушка с мишкой I Love Teddy. Это реплика Classic Design по дизайну от Dimensions. И я ее оформила вот в такую подушку. Вот так она ей пользуется, поэтому, видите, она немножко примятая здесь. Вот такие я сделала уголочки здесь. И вот здесь вот такую я сделала молнию. Молния была только синего цвета, но она здесь закрыта, и поэтому ее не видно. Вот такая мягенькая, приятная, это фланель, мягенькая, приятненькая подушечка. Этот сюжет вы все знаете, и он очень популярный, его многие вышивают. Такая милая мишка-модница у меня шла под кодовым названием. Лежала она у меня долгенько, но потом я ее взялась и довышивала. А в декабре вот оформила в такую подушку. И так пришло Рождество, было все оформлено, было все наряжено, скатерть блистала на столе, снежинки падали сверху на эту скатерть с люстры. В общем, все было так, как я задумала, все мне понравилось, и я была счастлива с моим оформлением. И теперь можно было расслабиться и наслаждаться чем-нибудь простеньким и легеньким. И вот я взяла и вышила вот такую прекрасный такой зимний кленовый листик, который называется «Морозная Аврора» от производителя Tela Artis. Посмотрите, какой красивый этот листочек. Он, по задумке автора, он односторонний. Вот это лицевая сторона. На обратной стороне он должен был быть закрыт либо фетром, либо
чем вы там хотите. Но я из остатков и из того, что было, я сделала обратную сторону тоже вот такую бисерную, потому что этот листочек у меня висит в машине. Болтается, правда, мне его сказали снять, потому что он настолько блестящий, и у нас постоянно солнце, и он отсвечивает, и слепит водителей и меня тоже. Ну, короче говоря, висит теперь эта прекрасная подвесочка у меня на моем дереве, которая служит у меня для экспонатов, таких как Милхил. Вот великолепная такая морозная Аврора. И потом я взялась, подсела так на милхильчик, нехило, вышила я вот такую лошадку. Она очень красивая, она очень нарядная. Я не устаю восхищаться этими маленькими игрушечками. Вот они на превью не передаются. Ну, наверное, за счет того, что бисер. Мне эта лошадка лежала, как-то мне было все равно. Я у кого-то из девочек увидела видео, кто-то снимал об этой лошадке, что он вышел, и я думаю, о, какая красивая лошадка, она же у меня есть, мне ее срочно надо. И вот я ее вышила, сделала вот такой бисерный подвес, и вот задник я заклеила, это самоклеющаяся бархатная бумага, которую я покупаю на AliExpress, очень удобно ей пользоваться. Тоже повесим на дерево. Потом я вышила вот такие прекрасные колокольчики. Колокольчики мне нравились сразу. Мне нравились сразу в Милхиле колокольчики, даже с этим превью, которое там было. И там есть еще шишки. Но шишки у меня лежат на следующий год. Буду я их вышивать. А в этом году я решила вышить колокольчики. Посмотрите, какие они красивые. Очень нарядные, очень такие праздничные, рождественские, новогодние, Jingle Bell сразу у тебя звучит в голове. И вот такой звучит у нас колокол. И тоже они у меня были размещены здесь на этом моем деревце. И что еще зимой я вышила? Еще зимой я вышила вот такую игрушечку от Dimensions. Ну, как вы все знаете, это 6 игрушек от Dimensions, каждая вот так, с таким интересным каким-нибудь сюжетом. Вот я начала с этой, хотела с другой, но начала с этой, потому что я нашла в Саге этот перенабор, и, конечно, по Саге это было намного интереснее, быстрее и удобнее вышивать. Несложный, очень такой простой сюжет. Он здесь зашивается очень много полукрестом, небо, все это зашивается, домик, человечки здесь, смесь здесь, я даже сейчас не помню, где там полукрестом, где там этот самый, очень много здесь, как вы можете видеть, господи, что-то с памятью с моей стало, французских узелков, вот таких, вот такая дама, такой сеньор с подарочками. Вот очень красивый, прям такой, передает морозный вечер, включенные окна. Все затихло в преддверии Рождества. Но эти еще домой не вернулись, а этот уже подарки засовывает. Хорошо, подарочки это всегда хорошо, давайте. Чем больше, тем лучше. Красивый очень сюжет, мне очень понравилось. И я почему-то так думала, я не знаю, я слышала отзывы, что они настолько сложные, настолько такие кропотливые. Мне, честно говоря, понравилось вышивать на конве. Здесь полная зашивка, так что я вышивала на конве, ничего я не меняла. На конве мне нравится вышивать легко, просто и замечательно. Потом было, что еще было? Потом я вышивала вот такое рождественское сердце. Это рождественское сердце мне подарила Лариса Черновская. Она показывала как-то свои работы, которые она не хочет больше вышивать.
И эту она не захотела больше вышивать, потому что я не знаю почему, особо не объясняла. Но вот ей как-то что-то не зашло. Ну, я так полагаю, что она устала на этом сердце, потому что, ну, здесь достаточно много зашивки, и это, наверное, скучновато. Мне очень нравится. У нее прекрасные крестики, полюбуйтесь, какие красивые. Я не перестану восхищаться ее техникой, великолепно. И мне осталось дошить вот этих вот персонажей, вот этот бант. Мишка-обезьяна, я так и не поняла, что это, кто это, но тем не менее, посмотрите, какое это все блестящее, красивое. Вышивать вот этой ниточкой, которая была вложена в наборе, это была жесть жестокая, но тем не менее, посмотрите, какая нарядная красота, красивенная вышла. Мне понравилось это сердце, я еще не знаю, как его оформить, но обязательно я что-то придумаю. Великолепная работа, мне она понравилась, и это был первый финиш этого года. Я взяла как-то и закончила очень быстро. Ну, мне было просто и легко вышивать, здесь достаточно крупная такая, это лен, наверное, скорее всего. Великолепная работа. Нравится. Я старалась быть на уровне и вышивать тоже такие красивые ровные крестики. Я думаю, что у меня получилось. Лошадка мне это нравится. Смотрите, какая красивая. Мальвина, подарки, палочка. Прекрасный, прекрасный сюжет. А потом как-то очень быстро повеяло весной, и я решила взять что-нибудь такое весеннее, цветочное, яркое. И я, кроме того, вступила в СП «Вышивальный разгул», который проводит Катя из канала «Лимонка вышивает», которая живет в Греции. И я вступила в этот СП, и там одно из заданий было вышить круглый сюжет. И вот я как-то взяла этот круглый сюжет, он очень быстрый, очень, ну, как я не скажу, что он очень легкий здесь, как вы видите, ну, как и все джаснены, частая смена ниточки, особенно в начале, когда ты начинаешь, ты прям должен... Одна ниточка, вторая ниточка, третья ниточка. Потом, когда у тебя какая-то определенная часть отшита, ты уже начинаешь вышивать, вот, допустим, вот эти цветочки уже можно было этим розовым. Здесь розовый, здесь розовый, здесь розовый. Бордовый, бордовый, бордовый. Уже хотя бы тебе без конца не менять эту нитку. Ну и дальше уже, конечно, проще и легче было. Но, тем не менее, это заняло 3 или 4 вечера. Я не помню сейчас точно. Ну, да, это и не важно. Зато получилось, посмотрите, какая красота. Очень весенняя. Такое создает сразу настроение радостное. И вот в такую рамочку, эта рамочка, собственно, под эту рамочку я покупала этот сюжет, потому что у меня была эта рамка, она мне понравилась, я ее как-то увидела, я ее купила, и потом уже думаю, надо же что-то в эту рамочку купить. И вот идеально подошел этот сюжет в эту рамку, вот так, чтобы не отсвечивал. Вот здесь она с этой стороны вот такая, на подставочке, и она стоит у меня вот здесь на столике, как вы могли наблюдать в последних моих видео. Что же было потом? Потом я, как я уже вам рассказывала, сделала коррекцию зрения и не могла вышивать. Поэтому и первое, что я взяла, это был Милхил, потому что там крупные дырочки. Ну что я говорю, так покажу. Вот такой сюжет. Я этот сюжет использовала как дорожный. Я мужа возила в прошлом году на физиотерапию, и когда я сидела, ждала там эти 45 минут, когда он занимается, чтобы не мотаться туда и обратно, я вышивала эту птичку. И так что-то она у меня медленно шла, так она у меня с таким скрипом она шла, что в конце концов закончилась физиотерапия, я забросила эту птичку и забыла о ней думать даже.
Ну вот потом, когда я не видела на ткани, потому что в основном у меня там все идет равномерка, ну, то, что я вышиваю в данный момент, все идет либо на льне, либо на равномерке, либо там вот этот зимний сюжет от Dimensions, он на 18-й конве, я не видела четко клеточки, дырочки. А здесь, ну, трудно промахнуться, и это было легко и просто, и я как-то взяла ее, и как-то она у меня пошла, и вот она пришла, вот она пришла весна с птичкой, с цветочками, со всеми этими делами. Сейчас вот надо пойти, миндаль цветет, и на фоне миндаля сделать очень красивую фотографию, и даже может поставить на заставочку, не знаю, посмотрим. Вот такой красивый весенний сюжет, как я рассказывала уже. Здесь у меня, дарите подарки называется. Этот наборчик я подарила своей подружке Ире. Она вышила этот наборчик, и остатки отдала мне. И остатков было достаточно много, мне не хватило только вот этого вот цвета голубого и бисера. Мне, конечно, не всего... Ну, мне не хватило, скажу честно, только 2 вида бисера. Всего остального хватило, понимаете? Так что вполне себе можно на двоих покупать эти наборчики Милхила, всего здесь достаточно. Вот даже можно заметить, вот видите, вот здесь у меня идет эта оригинальная нитка DMC, вот здесь я уже пошла то, что у меня было. Вот здесь кусочек, вот здесь вот этот кусочек, вот здесь на птичке этот кусочек. А потом, когда я, как сказала, забросила, потом вернулась к ней, оказалось, что у меня есть еще вот такая ниточка, как оригинальная, номер, это DMC. И я уже закончила этой оригинальной ниточкой. Ну, а всего остального было достаточно. Все эти цветочки, смотрите, какие они шикарные. Здесь бисерочек вот такой. Ну, такой незатейливый, кажется, сюжет, но он очень милый. И что-то я на нем так долго зависла. Поехали дальше. Так, дальше была эта неудачная овца, которую я сшила, как я уже говорила. Вы не знаю, я не знаю, когда у меня это видео выйдет, до вышивального влога или после. Поэтому я не знаю, может, вы второй раз будете слушать одно и то же. Короче говоря, на меня что-то нашло, мне захотелось овцу. Вот я хочу овцу, спать не могу, есть не могу, подавайте мне овцу. Думаю, че связать ее крючком. Потом думаю, крючком будет долго, сошью-ка я ее. Нашла на Пинтересе картинку, которая мне понравилась, овца. Да, рисовала от руки, ну это и заметно, выкройку, выкроила, вот такая овца, она у меня, шея у нее длинная получилась, больше на коня похожая, но тем не менее. Вот, это типа игольница, сюда можно иголочки вкладывать, вот здесь карманчики можно что-нибудь напихать, на ножнички или я не знаю, что вам заблагорассудится. И вот такой у нее бубенчик есть, видите, настоящая овца. А бубенчик это, знаете, продаются вот эти зайчики на Пасху от Линд. Вот это с этого зайчика. Все в дело пошло. Вот, пожалуй, все. Так я быстренько повраскакала, и мне казалось, у меня там столько много этих итогов зимы, так много. Сейчас я буду вам рассказывать час за все эти итоги. Ну вот, видите, быстренько я это все уложилась. А посему, наверное, я вам покажу и планы на весну. Тем временем весна полностью вошла в свои права. Посмотрите, какая чудесная магнолия зацвела в моем саду. И, пожалуй, на этом я закрою зимнюю страничку моего вышивального дневника и открою весеннюю. Я в следующем видео хочу показать вам планы на весну, которые я настроила грандиозные. Поэтому приглашаю вас на следующее видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, приглашайте своих друзей посмотреть. А я с вами прощаюсь. Всем мира, добра, тепла, весны. Пока-пока.